Вождение автомобиля в хорошую погоду является приятным времяпровождением, но в жизни бывают разные ситуации, и нам необходимо быть готовыми ко всему. Если до сих пор не подписался на наш канал, сделай это прямо сейчас. А если у тебя имеется желание открыть свою собственную автошколу Red у себя в городе и стать частью нашей команды, в описании имеется ссылка. Мы расскажем, как это сделать. На небольших скоростях поток воздуха не несет никакой опасности автомобилисту. Исключением составляют лишь ураганы, которые способны сдвинуть или поднять машину вверх. Для мотоцикла, который обладает худшим соотношением парусности и массы, порыв ветра несет серьезную угрозу. Они могут заставить потерять равновесие или изменить траекторию движения. На больших скоростях порывы ветра опасны для машин и мотоциклов. Особенно непредсказуемые последствия в сочетании со скользкой дорогой. Пыль и мелкие предметы, поднятые ветром, могут попасть в глаза. Поэтому первое, что надо сделать, закрыть окна в машине и опустить визор мотошлема. Есть и другие крайне опасные моменты. Порыв ветра может сбить под колеса авто-велосипедиста и даже вытолкнуть на дорогу пешехода, пропускающего транспорт. Ветер ломает столбы и деревья, которые внезапно падают на машину или перед ней. Поэтому при движении по дороге, возле которой растут крупные деревья, сбавить скорость до безопасной. Крыша машины может защитить от падения веток. Да и вероятность того, что дерево упадет точно на авто, невысока. Зато итог столкновения с толстым стволом на большой скорости предсказуемый и крайне печален. Поэтому, как во всех предыдущих случаях, лучший совет – не торопиться. Перед выездом оцените дорожную ситуацию и метеоусловия, скорректируйте свой путь движения по более безопасным местам. А если нет другого выхода, оцените возможные потери и сделайте правильный выбор. А всем водителям я желаю легкой дороги и хорошей погоды. Сегодня мы знаем больше, чем вчера, а завтра будем знать больше, чем сегодня. Развивайся вместе с нами, подписывайся на наш канал и не забывай поставить лайк.